Российская атака на Киев. Место разрушенной ракеты многоэтажки посетили дипломаты. А Зеленский призвал союзников ускорить поставки средств в ПВО. Иранские власти могут допустить международных инспекторов на ядерные объекты в обмен на смягчение санкций и разморозку активов. Тегеран готовится к похоронам аятоллы Хаминеи. В иранской столице собрались тысячи скорбящих. Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира. Правда, сделал это сын Джо Байдена за завершение одной и той же войны несколько десятков раз. В Венесуэле спустя 8 дней после землетрясения из-под завалов достали мужчину. Спасателям пришлось прорыть 2 тоннеля. Лукашенко завершил свою длительную командировку. Последний он посетил Мьянму. Пита Хексета освистали на церемонии открытия фонтана в Вашингтоне. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. На место разрушенной российским ночным ударом киевской многоэтажки прибыли иностранные дипломаты. Они осмотрели последствия атаки и заявили, что поддержка Украины будет продолжаться. Посол Великобритании в Украине Нил Кромптон подчеркнул, что союзники намерены и дальше оказывать Киеву политическую и военную помощь, а также усиливать давление на Россию, чтобы заставить ее начать реальные переговоры о мире. По его словам, именно Москва остается главным препятствием на пути к прекращению войны. Мы все очень опечалены тем, что произошло прошлой ночью. Я живу в Киеве. Я не украинец, но живу в Киеве, и мы искренне сопереживаем людям здесь. Прошлой ночью атаки были особенно тяжелыми, как по своему масштабу, так и по продолжительности. Я где-то прочитал, что около 50 тысяч человек в Киеве провели ночь в укрытиях. Это больше, чем обычно. Но как дипломаты, мы полны решимости сделать все, чтобы Украина получила необходимую поддержку в это трудное время – политическую, военную и любую другую. Мы надеемся, что со временем давление на Россию изменит ее расчеты, и она придет к выводу, что должна начать серьезные переговоры с Украиной о мире. Но сейчас совершенно ясно, кто именно является препятствием на пути к миру. Посол Испании Рикардо Лопес Арандахагу заявил, что удары по жилым домам и мирным жителям являются военным преступлением и не должны становиться нормой. Мы вместе с жертвами, вместе с Украиной, вместе с теми, кто страдает. Это атаки на мирных жителей, а нападение на гражданское население – преступление, военное преступление. Это не должно становиться нормой. Мы все должны понимать, что этого не должно происходить и никогда не должно было произойти. По последним данным, в результате российского удара по Киеву погибли 27 человек, около 100 получили ранения. В ночь на 2 июля Россия выпустила по Украине 74 ракеты и почти 500 беспилотников. Главным направлением атаки вновь стала украинская столица. Во время последнего массированного российского удара в столичном метро укрывались рекордные 52 тысячи человек. Среди них почти 4,5 тысячи детей. Это самый высокий показатель за последние годы. Сегодня 46 подземных станций столичного метро продолжают работать как круглосуточные укрытия во время воздушных тревог. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в последние 2 дня представители Киева и Вашингтона провели новые переговоры. Об этом глава государства рассказал во время общения с представителями СМИ на месте российского удара по киевской многоэтажке. По словам Зеленского, министр обороны Украины Рустем Умеров обсудил ситуацию с зятем президента США Джаредом Кушнером. Президент отметил, что ожидает визита в Украину Кушнера и спецпосланника американского президента Стива Уиткофа, чтобы они своими глазами увидели последствия российских ударов. Кроме того, украинский лидер выразил надежду на личную встречу с Трампом на полях саммита НАТО, который на следующей неделе пройдет в Анкаре. Вчера состоялся разговор между, кажется, Умеровым и Кушнером. И позавчера тоже, и раньше. Они говорили еще несколько недель или, не знаю, может, месяцев назад, что приедут в Украину. Они должны приехать, увидеть все своими глазами, понять происходящее, объяснить это президенту, а затем очень вежливо ответить Стиву Уиткофу, что нужно сказать России. Быстро садитесь за стол переговоров и прекращайте эту войну. Но самое главное, мы просим президента Трампа и его команду поторопиться. Это единственное, о чем мы просим. Не нужно слишком много слов. Вы сами видите, что происходит, когда помощь Украине поступает слишком медленно.
вся Европа, Соединенные Штаты и многие другие страны живут от выборов до выборов, это вполне понятно. Но, пожалуйста, сейчас главный приоритет — спасать жизни. Жизни украинцев. Зеленский также отметил, что украинское ПВО сбило 48 ракет и 476 беспилотников. Однако подчеркнул, Украине по-прежнему не хватает систем Патриот и призвал союзников, прежде всего США и европейские страны, ускорить поставки средств противовоздушной обороны. Похоже, в информационной войне Украина начала перехватывать инициативу. К такому выводу пришел британский журнал The Economist. Издание пишет, что заявления Владимира Зеленского о 40 днях принуждения к миру подкрепляются ударами по российской логистике. Атаки беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, мостам и дорогам, ведущим в Крым, уже осложняют снабжение российских войск. В то же время журнал отмечает, на фронте ситуация остается сложной, а Россия по-прежнему превосходит Украину в живой силе и артиллерии. Поэтому 40 дней авторы называют не обещанием скорой победы, а частью стратегии. Одновременно усиливать давление на Россию и убеждать союзников, что Украина сохраняет инициативу. Организация Объединенных Наций резко осудила массированный российский удар по Киеву и другим украинским городам. В ООН также отметили, что подобные удары усиливают психологическую травму украинцев. По данным организации, с декабря прошлого года по май нынешнего количество жертв среди гражданского населения выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Что касается Украины, генеральный секретарь решительно осуждает ночные ракетные и беспилотные удары, нанесенные вооруженными силами Российской Федерации по столице, Киеву и другим украинским городам. Любые атаки на мирное население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, являются грубым нарушением международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь вновь призывает к срочной деэскалации, которая должна привести к полному, немедленному и безусловному прекращению огня. Координатор гуманитарной помощи ООН в Украине Матиас Шмале отметил, что горе и страх, вызванные этой атакой российских вооруженных сил, как и каждой предыдущей, лишь усиливают психологическую травму людей. Господин Шмале подчеркнул, что мирные жители Киева и всей страны не должны жить в ожидании очередного удара, поскольку они находятся под защитой международного права. Наши гуманитарные коллеги отмечают, что эти последние атаки являются частью устойчивой смертельной тенденции нанесения ударов по густонаселенным районам Украины. В период с декабря прошлого года по май этого года число жертв среди гражданского населения выросло на 40% по сравнению с тем же периодом годом ранее. Об этом сообщает мониторинговая миссия ООН по правам человека. Партнеры по оказанию помощи, включая местные неправительственные организации и учреждения ООН, оказывают пострадавшим первую психологическую помощь и регистрируют семьи для получения гуманитарной денежной поддержки. В Тегеране накануне официальной церемонии прощания был публично представлен гроб бывшего верховного лидера Ирана Али Хаминеи. В столице собрались тысячи скорбящих. Люди стояли вокруг гроба, приносили фотографии, читали молитвы и участвовали в траурных мероприятиях. Власти готовят масштабные похоронные церемонии, которые пройдут в ближайшие дни в Тегеране, а затем в Куме и Мешхеде. По сообщениям иранских источников, Хаминеи погиб в начале войны в результате авиаудара, ответственность за который Тегеран возлагает на США и Израиль. Его похороны планируются как серия многодневных государственных мероприятий, которые должны продемонстрировать поддержку руководства страны. После 2 дней непрямых переговоров в Дохе Иран и США взяли паузу. Как сообщили в Катаре, стороны добились позитивного прогресса и вернутся к обсуждениям сразу после похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаминеи. Тем временем, по данным телеканала Fox News, иранские власти начали демонстрировать готовность допустить международные инспекции своих ядерных объектов. При этом в Тегеране рассчитывают на смягчение санкций и разморозку активов, часть которых, по словам иранских чиновников, планируют направить на нужды населения. В Вашингтоне, в свою очередь, пытаются убедить Иран отказаться от идеи взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Несмотря на переговоры, Тегеран вновь предупредил, что корабли должны следовать по маршрутам, которые определяют иранские власти. В заявлении Центрального штаба штаб Хатам Аль-Анбия говорится, что пролив является частью суверенной территории Ирана, а его безопасность — красная линия для вооруженных сил страны.
Центральный штаб Хатам Аль-Анбия предупредил, что любое несоблюдение установленных требований, отклонение от назначенного маршрута или игнорирование навигационных правил Исламской Республики Иран в Ормузском проливе встретит немедленный и жесткий ответ со стороны вооруженных сил и поставит под угрозу безопасность нарушивших судов. В заявлении также говорится, что любая попытка Соединенных Штатов вмешаться в вопросы безопасности или совершить дестабилизирующие действия в Ормузском проливе будет расценена как угроза национальному суверенитету Ирана и встретит решительный и быстрый ответ. В другой части заявления Центральный штаб Хатам Аль-Анбия отметил, что продолжающееся присутствие американской пилотируемой и беспилотной боевой авиации над Ормузским проливом создает угрозу безопасности в этом районе и ставит под угрозу безопасность всего региона. В заявлении подчеркивается, что Иран, защищая свои суверенные права в Ормузском проливе, не пожалеет никаких усилий для пресечения любых посягательств или агрессии со стороны американских вооруженных сил и их союзников. Тем временем движение через Ормузский пролив постепенно восстанавливается, но до привычного уровня еще далеко. По данным CNN, за последние сутки через пролив прошли 45 судов, хотя до войны ежедневно фиксировали около 100 проходов. Сейчас суда возвращаются на маршрут после открытия пролива, которое стало частью меморандума между США и Ираном. Однако ситуация остается напряженной. Уровень морской угрозы по-прежнему оценивают как высокий, а разминирование акватории продолжается. При этом, как отмечает телеканал, окончательный статус Ормузского пролива пока не определен. Сейчас суда проходят бесплатно, но только в течение 60 дней. После этого Иран может получить право взимать плату за проход. Жители Тегерана говорят о постепенном возвращении к обычной жизни после войны. Однако признают, главными проблемами остаются безработица, инфляция и нехватка денег. Многие отмечают, что готовы терпеть экономические трудности, но не хотят дестабилизации страны. Вот сейчас, например, у нас безработица. Неважно. Нет денег. Неважно. Разве люди не переживали подобное? Мы все это пережили. Трудности с оплатой аренды жилья, дороговизну. Все это мы пережили. Мы не позволим, чтобы наша страна распалась или была потеряна из-за таких мелочей, как эти проблемы. Если думать, что мы проиграли, нет, это неправильно. Почему? Потому что мы выстояли. Мы оказали сопротивление. Мы по-своему демонстрируем свою силу Америке и другим странам. Я думаю, что с каждым днем жизнь в Иране будет становиться все лучше и лучше. И сейчас весь мир также понимает, что Иран никогда не был страной, стремящейся к войне. Он всегда стремился к миру и спокойствию. С научной точки зрения, мы всегда находились на одном из лучших и самых высоких уровней в мире. И с каждым днем мы видим и ощущаем этот прогресс. Я много раз говорил об этом со своим сыном. Он не раз говорил мне, что, хотя учится в лучшей школе моей страны, он хочет до конца служить своей стране. На самом деле, он вовсе не собирается уезжать за границу или учиться за пределами страны. Я не возражаю. Я и сам много раз бывал за рубежом, повышал свою квалификацию и возвращался. Но в любом случае, мы предпочитаем служить этой стране и ее народу. На Нобелевскую премию мира неожиданно выдвинули Дональда Трампа. Правда, с большой долей иронии. С таким предложением выступил Хантер Байден. Сын бывшего президента США написал, что Трамп заслужил награду, потому что по подсчетам CNN уже как минимум 38 раз объявлял войну с Ираном законченной. Байден добавил, что ни один американский президент не завершал одну и ту же войну столько раз, и предположил, что это еще не предел. Пост он завершил фирменной фразой самого Трампа: «Спасибо за внимание к этому вопросу». Я официально выдвигаю Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Ни один президент в истории не прекращал одну и ту же войну столько раз. По подсчетам CNN, наш дорогой лидер уже как минимум 38 раз завершил войну с Ираном. Такого еще не удавалось ни одному президенту. И он еще далек от того, чтобы закончить ее в последний раз. Это рекорд, достойный признания Нобелевского комитета. Благодарю за внимание. Между Дональдом Трампом и Хантером Байденом давний конфликт. Президент США не раз обвинял сына своего главного политического соперника Джо Байдена в коррупции и использовал его имя в предвыборной борьбе. Теперь Хантер отвечает Трампу уже с помощью публичной иронии. Польша окончательно отказалась передавать Украине истребители МиГ-29, которые ранее планировали обменять на украинские технологии производства беспилотников. Как пишут польские СМИ, самолеты решили списать. Они выработали ресурс, и модернизировать их уже нецелесообразно. В Варшаве утверждают, что свою часть переговоров выполнили, однако договоренность так и не заработала. При этом польские власти признают, на решение повлияли и политические разногласия между странами. Напряжение добавили и новые исторические споры.
Глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий, комментируя украинский закон о национальном пантеоне, заявил, что Киев имеет право самостоятельно принимать такие решения, однако вопрос в том, являются ли они правильными. При этом Богуцкий назвал украинскую Галичину «Восточной Малопольшей». Как напоминает Радио Свобода, этот термин ранее использовал и сам президент Польши Кароль Навроцкий. Украинские историки неоднократно отмечали, что это название применялось в межвоенный период, как часть политики полонизации региона. На этом фоне уже сегодня в Варшаве ожидается встреча министров иностранных дел Украины и Польши Андрея Сибиги и Радослава Сикорского, где стороны попытаются обсудить накопившиеся разногласия и дальнейшее сотрудничество. В Венесуэле спустя 8 суток после разрушительного землетрясения из-под завалов торгового центра живым достали 44-летнего охранника Эрнана Альберто Хиля. Спасательная операция продолжалась почти 70 часов. Чтобы добраться до мужчины, спасателям из Венесуэлы, Чили, Коста-Рики и Сальвадора пришлось прорыть 2 тоннеля. Все это время ему передавали воду через специальные трубки. Врачи говорят, что после 8 дней под завалами мужчина находится в стабильном состоянии и называют его спасение настоящим чудом. Сейчас он проходит обследование в одной из клиник Каракаса. По последним официальным данным, жертвами 2 мощных землетрясений в Венесуэле стали 2295 человек. Еще более 11 тысяч получили ранения. Премьер-министр Японии Санае Такаити прилетела в Индию с экономической миссией. В Нью-Дели она вместе с премьер-министром Индии Нарендрой Моди приняла участие в совместном бизнес-форуме. Моди поставил амбициозную цель – за 10 лет увеличить объем японских инвестиций в Индию до 10 триллионов иен, это более 61 миллиарда долларов. Кроме того, индийский премьер хочет, чтобы число японских компаний, работающих в стране, за это время удвоилось. Ставку обе страны делают на высокие технологии, искусственный интеллект, энергетику, оборонную промышленность и создание более устойчивых цепочек поставок. Япония уже входит в число крупнейших инвесторов Индии и финансирует, в частности, строительство первой в стране высокоскоростной железной дороги. Я вижу будущее, в котором японские технологии и потенциал индийского рынка вместе создают устойчивые глобальные цепочки поставок в сфере полупроводников, фармацевтики и критически важных минералов. Японский капитал и индийские амбиции смогут обеспечить мировое лидерство в судостроении, транспорте и чистой энергетике. Стартапы Индии и Японии будут совместно разрабатывать решения нового поколения в области искусственного интеллекта, квантовых технологий и биотехнологий. А беспрецедентное сотрудничество в аэрокосмической и оборонной сферах укрепит глобальную безопасность. В условиях роста протекционизма, экономического давления и геополитической напряженности крайне важно укреплять устойчивость и самостоятельность нашего региона. Япония продолжает продвигать концепцию свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. А ее принципы во многом совпадают с индийской инициативой Махасагар. Как 2 ведущие демократические страны региона, Япония и Индия будут усиливать сотрудничество для защиты верховенства права, противодействия любым формам принуждения, сохранения свободы, развития процветания и формирования лучшего будущего. Александр Лукашенко после Индонезии прибыл с рабочим визитом в Мьянму. Там он провел переговоры с главой государства Мин Аун Хлайном в формате 1 на 1. Стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Лукашенко заявил, что Беларусь и Мьянма должны выйти на новый уровень сотрудничества и стать примером для других стран региона. Мин Аун Хлайн поблагодарил его за визит и отметил участие белорусской делегации в парламентских выборах, организованных военными властями. После переговоров состоялся ужин, где продолжилось обсуждение актуальной повестки. После Мьянмы Лукашенко возвращается в Беларусь. Господин президент, я не мог не приехать к вам сегодня, тем более находясь в этом географически далеком регионе. Мы хорошо знаем друг друга, как вы сказали, встречаемся в 5-й раз. Наша личная встреча. Есть определенная история, но сегодняшний день, в настоящее время имеют свою важность. Мы должны выстроить с вами отношения между 2 странами, которые будут характеризоваться как пример для других государств этого региона. И, естественно, основой наших отношений будет благополучие наших народов. Мы не дружим против кого-то, мы дружим с вами и развиваем наши отношения во благо наших народов. Мин Аун Хлайн пришел к власти в результате военного переворота в 2021 году. Официально в должность вступил в этом году. Однако ряд стран, в частности США и Европа, не признают его легитимность и ввели санкции против военного руководства.
центре Вашингтона протестующие попытались сорвать выступление главы Пентагона. Во время церемонии открытия после реконструкции исторического каскадного фонтана в парке Меридиан-Хилл они скандировали, что Национальная гвардия должна покинуть город. Пит Хексет, обращаясь к военнослужащим Национальной гвардии и участникам мероприятия, назвал протестующих неблагодарными и заявил, что закон и порядок – это не политический вопрос, а базовое право всех американцев. Вы выполняете свою работу, несмотря ни на что. Более того, этот фоновый шум сегодня утром идеален. Это звук неблагодарных людей, неблагодарности, людей, которые настолько ослеплены идеологией, что не способны увидеть закон, порядок и здравый смысл прямо перед собой. Здесь нет ничего идеологического. В этой группе нет ничего политического. Закон и порядок — это то, чего заслуживают все американцы. Черные, белые, богатые, бедные, мужчины и женщины из Вашингтона или из самых отдаленных уголков страны. И какая честь стоять вместе с вами в 250-ю годовщину нашей Великой Республики, где на протяжении 250 лет всегда требовались такие мужчины и женщины, как вы, чтобы делать правильный выбор, когда это трудно. И именно это вы и сделали в рамках этой миссии по обеспечению безопасности и красоты в Вашингтоне. Церемония стала частью масштабной программы президента Дональда Трампа по реконструкции Вашингтона стоимостью около $400 миллионов. В Белом доме заявляют о благоустройстве столицы, тогда как критики говорят о милитаризации города. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принес официальные извинения женщинам, которых после Второй мировой войны вынуждали отдавать новорожденных детей на усыновление. По оценкам правительства, только с 1949 по 1976 год в стране были разлучены около 185 тысяч матерей и младенцев. Эта рудиментарная практика, сохранившаяся еще с викторианских времен, как тогда считалось, защищала традиционные ценности общества. Выступая в парламенте, Стармер заявил, что государство несет ответственность за систему, в которой незамужних женщин подвергали общественному давлению, отправляли в специальные приюты и фактически принуждали отказаться от детей. Стыд не ваш. Он никогда не был вашим. Этот стыд наш. И я говорю это от имени всей страны. Я говорю это каждому, кого это затронуло. Мы глубоко и искренне просим прощения. Мы приносим глубокие и искренние извинения. Господин спикер, позвольте мне выразиться предельно ясно и недвусмысленно. Причиненный вред был усугублен действиями и бездействием государства. Правительства финансировали, создавали условия для существования и опирались на системы, которые не находились под последовательным и эффективным контролем. Государство не предотвратило продолжение причинения вреда. Государство несет ответственность за системы, которые оно финансировало и легитимировало, тем самым позволив этим практикам существовать. Государство не сделало достаточно, чтобы защитить матерей, детей и семьи от причиненного вреда. И за этот системный провал я искренне прошу прощения. Незадолго до выступления в парламенте Стармер встретился с пострадавшими на Даунинг-стрит и заявил, что стыд должны испытывать не матери, а государство. Но я хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы увидеться с вами лично, лицом к лицу, и также принести вам эти извинения. И поблагодарить вас за невероятное мужество. Не только за то, что вам пришлось пережить, но и за то, что вы снова и снова продолжали добиваться того, чтобы сегодняшний день наконец наступил. По правде говоря, это должно было произойти гораздо раньше. В своем заявлении я скажу совершенно ясно, и хочу сказать это совершенно ясно вам. На вас нет никакого стыда. Его никогда не было. На самом деле стыд наш. Стыд лежит на государстве. И на всех, кто несет за это ответственность. Для меня очень важно сделать все возможное, чтобы, выступая сегодня с заявлением, предельно ясно это обозначить. В мае аналогичные извинения принесла англиканская церковь, признав свою роль в работе так называемых домов матери и ребенка. Великобритания стала одной из последних стран, официально признавших ответственность за подобную практику. Ранее это сделали Ирландия и Австралия. Один из первых компьютеров Apple, собранный в 1976 году Стивом Возняком и Стивом Джобсом, выставлен на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке. Организаторы рассчитывают выручить за него от 300 до 500 тысяч долларов. Именно этот Apple I входил в первую партию из 50 полностью собранных компьютеров, поставленных магазину Byte Shop. В 1976 году он стоил $666 66 центов. Сегодня, с учетом инфляции, это примерно около $3900. Apple I работал на процессоре MOS 6502 с тактовой частотой 1 МГц
имел 4 килобайта оперативной памяти с возможностью расширения до 48 килобайт и подключался к обычному телевизору в качестве монитора. В отличие от большинства конкурентов того времени, компьютер поставлялся уже в собранном виде, что стало одним из факторов зарождения рынка персональных компьютеров.